Всем привет! Первое видео произошло на ура. Вам, похоже, очень понравился этот проект. Итак, перед нами лежит сплавленная цепочка. Я беру первую заготовку и делаю плетение Бисмарк. Плетение Бисмарк я делаю весом порядка 130-140 грамм. Сделаю также замок-коробочка. Также все на шарнирах. Постараюсь максимально повторить тот замок. Единственное отличие, на тот момент, когда мы делали Бисмарк, мы делали квадратные коробочки. И они не очень красиво смотрятся эстетично на овальном Бисмарке. Поэтому я сейчас делаю апгрейд. Овальная коробочка с шарнирами на Бисмарке весом 130-140 грамм. Как я и говорил, каждое изделие будет номерное. Вот, например, это изделие я делаю 0, первый номер. Я для этих целей приобрел вот такие вот цифры, на которые буду наносить ударники, и каждое изделие буду нумеровать. Итак, погнали. Бисмарк 0,1, длина 65 сантиметров, замок-коробочка на шарнирах. Вперед! Первым делом мы прокатываем проволоку. Под нашу цепь я выбрал проволоку диаметром 1,8. Потом я расскажу, на какой я ригель мотаю, и потом в итоге вы знаете вес. Можете потом попробовать сами себе сделать такую цепочку. Ну, те, кто ювелир и следит за этим проектом. Итак, погнали. Итак, я намотал на ригель 4,5, и расчет у нас получается проволока 1,8, ригель 4,5, коэффициент 2,5, очень плотный. Вот что у нас получилось. Я решил сделать немного другим способом. Ну, то есть для меня не важно, я намотаю плотно, потом раскрою, или сразу же вот намотаю таким вот образом пружинку. Ну, в общем, решил почему-то по-другому сделать. Итак, я приступаю к сборке. Вот многие пишут в комментариях, что там делать Бисмарк, что там делать Бисмарк.
А смотришь иногда работы других мастеров и понимаешь, что там еще над бисмарком работать надо. Нужно стараться сделать лучше и лучше. То есть это тоже не так просто, как кажется многим. Поэтому давайте, ребят, подтяните тоже свой бисмарк хотя бы, прежде чем писать в комментариях, что там это такое легкое плетение и так далее. Легкое, когда очень быстро тяп-ляп сделаешь. И без обточки, без должной, без хорошей качественной пайки. Поэтому будьте аккуратны в ваших комментариях и следите за речью. А также вот многие говорят, сделай, например, плетение веревка. За прошлый 2020 год у меня не было ни одного запроса на плетение веревка. Ни в золоте, ни в серебре. Смысл плетения это делать? Никто его просто в дальнейшем не купит. И просто показать вам, что я умею делать веревку, ну я не знаю, это не самое ходовое плетение получается в этом, среди тех плетений, которые я написал. Выровнял цепочку, обкусил, вот она идеально ровная, смотрите, четкая, как струна. Теперь берем медную проволочку и соединяем в круг, для того, чтобы потом также четенько и запилить. Вот так вот. Хоп. И начинаю пилить. Запиловка получается самый ответственный такой момент в изготовлении. Конечно, каждая ступень, это нужно делать качественно, важно, но вот запиловка, мне кажется, это вот как раз открытие той красоты бисмарка, за которую ее так любят. Просто нужно аккуратно, то есть, грубо говоря, если диаметр проволоки, нужно снимать пополам, половину проволоки спиливать, не больше. Больше вы перепилили, меньше вы не допилили. Вот как раз вот, если вы спилили половину проволоки, получается, открывается самая красота этой цепочки. И тогда понравится и вам, и понравится и вашим клиентам, и всем. Вот, ну, это мой такой совет. Там уж смотрите сами, у вас опыта, когда набираетесь, у вас может появиться какие-то свои там видения. Ну, и опять же, мы же отталкиваемся всегда от хотелок клиента. Но сейчас, так как я делаю это копию, похожую на ту цепочку, которую переплавил, соответственно, вот она, ну, стараюсь максимально сделать, приблизить. Я запилил, вот так вот получилась такая цепочка Bismarck, ну, мощная, по мне так хорошо получается, красиво.
Я не стал сейчас шлифовать, ну, осталось ее просто отшлифовать. Я решил сейчас сделать замок-коробочку, приступить. Итак, я сейчас беру штангенциркуль, меряю мне необходимые размеры, делаю пластинку и начинаю занимаюсь коробкой и шарнирами. Go! Теперь делаем самое интересное. Вот у нас есть такая пластинка. Делаем разметку под нашу цепочку. Я сейчас снял все размеры. Сейчас нанесу на прокат. И дальше выпилю нужные формы. Согну, запаяю. И получится у меня заготовка замка. Погнали. Итак, цепочка готова, замок готов. И как я и говорил, сейчас берем наши циферки и начинаем набивать 0, 1. Первая цепочка из этой серии. Итак, я одну сторону подогнал, которая 0,1, историческая сторона, важная сторона. Припасовал, вставил ползвена и сейчас запаяю.
Зачернили цепочку. Номер только выделился. Сейчас мы все это располируем и отполируем. И будет офигенная, кайфовая цепочка. Погнали. Итак, первая цепь 0,1. Бисмарк 65 сантиметров, 130 грамм. Ее цена 32 тысячи рублей. Пожалуйста, покупайте, кто первый, того и тапки. У нас было, напомню, 2 килограмма 467 грамм. С угаром эта цепь весит 140 грамм. Минус 140 грамм у нас остается 2 килограмма 327 грамм. Я беру следующую отливку серебра и жду вашего голосования. Лично я рекомендую сделать панцирную цепочку грамм на 150. Почему на 150? Она будет хорошо смотреться, она тогда откроется, вся ее красота рисунка. Ну а выбор за вами. Go в комментариях и напишите, какое плетение вы видите. Через пару дней после этого видео я приступлю к изготовлению. С вами Маргун Ювелир. Пока.